Всем привет! Привет. Меня Это зовут Саша. Саша и Игорь. Первый вопрос, который нам обычно задают, и ответ на него: мы двойняшки, мы не близнецы. Зачем мы записываем это видео? Потому что мы закончили работу над сценарием. Как бы он всегда был готов, но мы подвели черту наконец-то. Вот Первый такой, вопрос. как бы официально оформленная версия. Здесь 21 страница с двух текстом, сторон. диалоги, комментарии. Описание окружения, что происходит в сцене, некоторые кадры прописаны вообще до мельчайших деталей, некоторые остаются вот в этой голове, чтобы потом, когда он будет рисовать, не было рамок, и можно было немножко пофантазировать, и была свобода творчества. Насчет количества страниц, раз уж 21 страница, мне кажется, больше тоненькой книжечки мы все-таки наберем. Что касается вопросов в интернете. Часто задают вопросы по поводу того, как мы работаем над сценарием. На самом деле, работа над сценарием проходит в несколько этапов, и она продвигалась со временем, развивая сюжет, развивая персонажей, развивая и наши навыки писательства. Но в основном мы также опираемся на всякие приемы, трюки, которые заимствовали Из того, что мы любим, из того, что мы смотрели, это, конечно же, сериалы в основном читали. фильмы, дополнительные материалы к разным DVD. Касательно сериалов, которые мы смотрим, это Футурама, Симпсоны, Человек-невидимка, старый, очень сериал, но очень хорошо написанный в плане сценария, мы, конечно, говорим. Очень много и сериал «Друзья», и «Меня зовут Эрл». В общем, комедийный. Мы ориентировались на них и пытались добавить больше юмора в сценарий, и больше живости, и экшена даже добавляли, чтобы было интереснее читать, смотреть картинки. Что касается Книг, не знаю, какие. какие можно посоветовать книги. Ну, по написанию, я бы сказал, как сценарист, как человек, который пишет, последнее, что мне попалось на глаза, это книга Рэя Брэдбери «Дзен в написании». В написании, не помню точно окончание. В общем, книга очень хорошая в плане вдохновения. Писатель делится, писатель причем очень дельный. О том, как писать в общем, не только сценарий, но писать. Потому что, по сути, сценарий это все-таки работа. С одной стороны, это вдохновение, но с другой стороны, придет момент, когда вы будете, взявшись за голову, садиться перед компьютером, не знаю, перед листком бумаги и пыхтеть, писать, исправлять, еще кое-что, что никогда ваш первоначальный сценарий, никогда идея не будет финальной. То есть будьте готовы к тому, что вам придется много редактировать его и исправлять. Почему? Потому что идея сама по себе идеальна, но когда вы начинаете работать над ней, Вам приходится ее превращать из идеального состояния в реальное. Переводить его, конвертировать, как хотите называйте, но в общем... Поэтому не бойтесь ошибок и не бойтесь, если вы работаете над сценарием, все больше и больше привносите изменения. Мы вообще, если говорить об этой идее самого комикса, как она появилась, то она появилась еще, даже страшно сказать, 3 года назад. Да, в 2012 году, когда все были охвачены паникой по поводу конца света. И как бы Игорю пришла в голову идея, что вот было бы прикольно, на самом деле тебя рисунок, да, вдохновил. Началось с картинки, которую я увидел в интернете, она называлась Doomsday. Я тогда этого слова вообще не знал, хотя я знал 2 слова. Doom, обречен, слово любимое в Футураме. И слово Day, которое все знают, это день. И я подумал, забавное совмещение слова день конца света, день апокалипсис. И мне пришло в голову поиграться с этим словом, как день рождения, birthday, doomsday. И тогда начало само собой по ходу развиваться день конца света, был бы чаще, как день рождения раз в году, потом начало еще чаще, и мы так дошли до Раз в неделю. Раз в неделю. И
Игорь мне рассказал эту идею, я, конечно, поддержал, и с тех пор прошло 3 года. Мы не забрасывали идею в долгий ящик, мы просто не знали, как к ней правильно подойти. И, конечно, с опытом мы двигались к цели, и сейчас работа кипит. Что же касается написания сценариев, опять же, возвращаясь к ним, то сперва-наперво мы работали над основной линией сюжетной, кто будет персонажами. Мы придумывали персонажей и то, как они будут развиваться. То, кем будут персонажи, мы продумывали разные детали, разные моменты, характеры, эмоции. Мы знаем все подробности того, что будет дальше. Ну, не все, но очень много знаем и хотели бы поделиться прямо сейчас, но этого нельзя делать. Мы также не во всем соглашались во время написания сценария, это было очень тяжело, особенно в конце. Ужасно. Мы спорили, мы кричали друг на друга, но Но в мы основном понимали, что это как бы Рабочая рабочая атмосфера. атмосфера. И она касалась в основном диалогов, которые персонажи говорили, потому что мы по-разному представляли даже одного и того же персонажа. Одну и ту же ситуацию. И просто бывают моменты, если вы работаете в команде, с кем-то пишете, будьте готовы к тому, что у вас будут возникать какие-то конфликтные ситуации, но... Это хорошо. Да, это хорошо, но не переходите на личности, потому что в основном это касается сценария, вы должны это понимать. Как сценарий, так и любого рабочего процесса. Да, если вы работаете в команде. На самом деле мы Сюжетная поэтапно линия. работали над сценарием, но сюжет был придуман Изначально почти в один подход. в один день. Мы сели и придумали, кто что будет делать. Мы расписали это, но не хватало деталей, не хватало диалогов, не хватало Подробностей. всяких подробностей. Которые, кстати, появились через время. Через время мы посмотрели на сценарий и подумали, что-то здесь не то. Скучновато, может быть. И мы также не видели многих элементов, которые появились в дальнейшем. Просто за это время, за какой-то перерыв создания, когда вы думаете над идеей, над всей историей, вам приходят какие-то идеи крутые, вы их записываете, обязательно записывайте. Кстати, я чуть позже скажу насчет того, как работать с текстом, в каких документах и прочее. В общем, записывайте идеи, обязательно храните их в каком-то месте, в блокноте, на компьютере, и потом это все можно сложить, потому что на основе этих идей, идеи из конца, идеи из середины, идеи отдельной истории будет строиться и ваше начало, и то, какие персонажи. То есть, зная их предысторию, зная их будущее, вы можете сложить, сделать из этого общую картину сейчас. В этом нашем данном случае первом выпуске. Если рассказывать на примере, то мы, работая над даром Оливера, У него есть дар. ну, мы не знали, как он выглядит, и поначалу он казался довольно банальным и неинтересным, простым выглядел. Но со временем у него появилась визуальная форма, и мы начали... Появилось объяснение того, как он это делает. Это не просто суперспособность, это действительно как бы дар, который может иметь человек. В данном случае при определенных обстоятельствах. Да. И этот дар уже, когда мы заканчивали, сейчас прописывали. Он помог нам прописать сцену. Очень интересные сцены появились, да, благодаря ему. Эффектные, драйвовые. Что касается... Забавно. Да. Что касается написания сценария, где лучше писать, как лучше писать, то, как правило, у Игоря очень много скетчбуков, альбомов, где он записывает свои пометки, параллельно рисует, очень много картинок, практикуется, потому что если вы хотите работать над комиксом и вообще хотите рисовать, очень много нужно практиковаться, как и в плане писательства. А если вы хотите лучше писать, вам нужно каждый день писать. Рэй Брэдбери вообще писателям предлагает по 1000 слов в день, чтобы у вас выработалась привычка и это стало нормой. В чем можно писать? Берите любые блокноты, которые у вас помещаются в сумку,
Берите телефоны, набирайте на них, если вам удобно, и так быстрее. Или, допустим, вы в маршрутке, у вас свободна рука, чтобы записать быстро идею, не забыть. Развивайте память визуальную, потому что на нее можно наклеить кусками текст, и потом вспомнить так будет легче. Работать и обязательно вот это все перебирайте, записывайте в отдельный документ в Word. Замечательная программа есть OneNote, в которой мы работаем. Там нет ограничений по объему, текст можно сложить куда удобно, редактировать удобно. Такие электронные варианты вы всегда можете распечатать, вы можете их переработать, и на них удобно смотреть, чем, допустим, на почерк Игоря. Поэтому набирайте в электронные варианты, закидывайте в облако, чтобы никуда не пропало, и вы могли всегда вернуться к ним, прочитать их, исправить их. И никогда не зацикливайтесь на одной идее. Знайте, что она заслуживает того, чтобы быть расширенной, реализованной. Смотрите на примеры других людей, вдохновляйтесь ими, и тогда, мне кажется, вы сможете создать, найти реально крутую идею. Она, конечно, не будет первой, она, конечно, может не прийти к вам сразу, а может прийти, и вы должны работать над ней. Обязательно работать, потому что это очень много труда. Касательно сценария, то на самом деле он является более-менее завершенным, но все-таки в процессе работы над раскадровкой придется некоторые моменты менять, потому что раскадровка и сам текст все время взаимодополняют друг друга и влияют друг на друга. Если у вас будут еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, подписывайтесь на нас в каналах YouTube, ВКонтакте, где угодно. У нас очень много групп, страниц во всех соцсетях, чтобы вам было удобней подписываться, следить, ставить оценки, перепосты. И, пожалуй, все. Спасибо всем. Спасибо.